Здравствуйте, друзья! Славянская богиня тьмы. За окном метель лютует, холод до костей пробирает, и несчастен тот, кто в час столь поздний не нашел теплый очаг. Зима не пощадит никого, кто в лапы ей попадется, и старец и молодец уснут сном беспробудным. Видать, гневается в дворце своем хрустальном темная Мара, и гнев ее всеми ветрами северными свистит в трещинах стен деревянных изб. Жмутся в темноте к своим матерям дети напуганные, словно спасти их это может. Мужчины точат ножи да топоры свои и хмурятся страшно всем, ибо перед владычицей зимней не устоять никому, коли решила она кого извести со света белого. Молчат смертные только, да в душе всем богам молятся, чтобы они гнев Мары уняли и уберегли людей от холодов ее. А Мара, знай, сидит в дворце своем, что прозрачен как лед, и усмехается думом своим тяжелым. Не ведают смертные, что нынче метели вьюга, что подруги неразлучные по просторам гуляют без ее ведома. Коль судьбой предписано кому сгинуть в снегах белых, даже воля ее не спасет бедолагу, ибо смерть неумолима в праве своем, как и жизнь. А люди ее темной да злой кличут, а весной прогоняют, словно гостью незваную, и чучело ее сжигают. И ведь не ведают глупцы, что Мара покрывалом своим белым матушку землю, как дитя милое кутает бережно до самой весны, чтобы не погибла она и все, что в ней произрастает. Не ведают многие, что вьюга – это колыбель Мары, чтобы спали леса и горы сном безмятежным. Не ведают люди, что смерть, которую они Маре в подруги вечные навязывают, это не конец, а начало, и весной вместо одного замерзшего в лесу охотника в деревне родится двое, а то и трое крепких мальчуганов. Не ведают, не любят и бранят попусту, и не видят, как плачет украдкой богиня. Только одна отрада у Мары – дети, что не похожими на других растут. Они видят и ведают, сокрытые от остальных, улыбаются ей, стоит им только увидеть ее сквозь пушистые еловые ветви. И дети эти растут ей на радость, любят они ее и не страшатся, сами тянутся к ней душами своими. И кто из них вырастет великим воеводой, и кто знахарем, а кто и ведуньей. И путь у всех детей таких самой Марой благословлен, и не берет таких ни одна хворь, и зима не холодит, потому что они любовью богини согреты. И кто любит ее в ответ, тот не предан будет ею вовек. Богиня Мара у славян. Древние славяне Мару называли темной богиней. С чего бы это? Давайте разберемся по порядку. Начнем с родословной. Согласно первому убеждению, богиня Мара была дочерью бога Кощея. Существует второе утверждение, что Мара вместе с Живой и Ладой была богиней первого поколения Ясуней, рожденных от искр, высеченных сварогом на камне Алатыре. По сути, мощь и обязанности всех троих богинь равны друг другу. Временем Мары было принято считать зиму. В эту пору Мара безраздельно властвовала над миром Яви и своими холодами сковывала матушку землю до самой весны. Поэтому не мудрено, что богиню отождествляли с самой смертью. Ничего приятного, согласитесь, но стоит вспомнить, что древним славянам не свойственно было разделять мир четко на доброе и злое. Все было в славянском представлении взаимосвязано. Зима воспринималась как смерть, но за ней всегда следовала весна, то есть возрождение. Поэтому смерть в данном аспекте рассматривалась лишь как очередная ступень в круговороте бытия. Поэтому считать богиню Мару исключительно негативным персонажем славянского пантеона богов в корне неправильная позиция. Образ богини Мары и этимология имени. Богиня Мара известна под многими именами. Ее кличут и Мараной, и Мареной. В польской мифологии эта богиня носит имя Маржаны. На словацком имя богини произносится приблизительно как Мурмуриена. А вот на чешском языке эту богиню нередко называют Смертка. Правда, без гласных букв, что-то вроде смртка, от слова смерть. Столько разных вариаций имени одной богини, сплошное разнообразие. Но ведь очень интересно узнать, откуда взялся сам корень, из которого после выросло все это поклонение богине. Платформой для образования имени богини приводится корень Мор, который, кстати, имеет праславянское происхождение.
Родственными к данному корню выступают древнерусское «морь», украинское «мор», болгарское «морт» и так далее. Все это в совокупности означает увядание, умерщвление, и отсюда понятным становится, почему именно имя богини, простите за каламбур, намертво связано с самой смертью. Изначальный корень претерпевает со временем частое чередование с корнем «мерти», что означает «умереть». Родственными словами со вторым корнем выступают слова «марас», что на литовском значит «мор» и «чума», и «маракас», что с древнеиндийского значит «смерть». Если честно, то это не особо позитивная подборка, но что уж тут поделать, как есть. Итак, имя богини Мары неразрывно связано со смертью, мором, чумой. От ее имени происходят также такие слова, как морок, марево, хмарно, морочить, марить, моросить, морокосить. В этих словах скрыто два главных смысловых направления, которые являются характерными для образа богини морить, то есть истязать, мучить и морочить, то есть вводить в заблуждение. Кстати, существует утверждение, что у богини в подчинении есть злобные маленькие духи – мары, которые в отличие от домовых, которые помогают по хозяйству, наоборот портят вещи, воруют и наводят полный бедлам в доме. Вот эти мары и выступают в роли наваждений, которые очень часто заставляют людей увидеть кошмары. Одним словом, морочат голову. Так или иначе, наши предки представляли Мару как богиню темную. В соответствии со своим божественным профилем, данная богиня представлялась древним славянам весьма в экзотическом образе. Черноокая красавица со смольными волосами, высокая и с удивительно бледной кожей. Веровали, что носила она платье лазурного цвета с белоснежным кружевом и росписью. Жила эта красавица в огромных ледяных чертогах. Что-то очень снежной королевой повеяло. Вам так не кажется? Так вот, такой прекрасной богиней Мара, по мнению древних славян, была осенью, так как зима только вступала в свои права и обретала полную мощь. С приближением весны красавица Мара превращалась в ужасную и ворчливую старуху в лохмотьях, которая не хотела уступать свое место светлым богиням Ладе, Леле и Живе. Праздник в честь богини Мары. С приходом весны силы богини Мары уходят на убыль, ибо грядет время рождения и жизни, где нет места ни ее приспешнице смерти, ни ее холоду. Поэтому превратившуюся в безобразную старуху богиню Мару древние славяне торжественно прогоняли, сжигая ее чучело, что означало смену времени года. Обычно праздновался этот праздник 1 марта. Да и начало Нового года древние славяне исчисляли с начала весны. Кстати, в простонародье прекрасную богиню называли одноглазой кикиморой. Конечно, это не очень лестное прозвище, но скорее всего оно говорит о том, что силы зимы иссякли и ей пора покидать землю. Сохранилось поверье, что одноглазой по весне Мара стала из-за того, что ее на своих вилах вздернул бог Ярила. Звучит, однако, это довольно двояко, учитывая огненный темперамент солнечного бога. Кто знает, быть может, в этой на первый взгляд совершенно простой народной присказке скрыто великое таинство смены времен года, как соитие зимнего холода и огненного солнца рождает новую жизнь. Очищение льдом и пламенем, так сказать. В день богини Мары веровали древние славяне, что богиня проведет их по Калиновому мосту, что мир Яви и Навий соединяет, и между двух берегов бежит река Смородина. И переправа через этот мост знаменовала переход от зимы к весне, от смерти к жизни. Существовали и народные поверья в связи с праздником богини. Если в полдень выглядывало солнце, то значит весна будет ранней. А если в этот день была метель, то первая половина марта месяца не обещала потепления. Люди радовались обильному снегопаду, так как верили, что чем больше снега выпадет весной, тем больше урожая у них будет осенью. А если в весенний мороз потекли окна, то это означало скорое потепление. С приходом православия на русскую землю празднование в честь богини Мары назвали Масленицей. Многие утверждают, что соломенное чучело, которое сжигали в день богини, было не олицетворением самой Мары, а лишь зимы, которая должна была забрать за собой все самое плохое. Когда чучело сжигали, то пепел развевали над полями, садами и огородами. Верили, что от этого земля станет плодородной. А сама Мара Свароговна удалялась в свои ледяные чертоги и предавалась сну до следующей зимы.
родословная богини Мары и ее мужья. Разобраться в хитросплетениях родственных связей славянских богов вообще кажется нереальным, но все же давайте попытаемся немного разгрести завалы из доводов и убеждений. Итак, миф первый. Мара – дочь Кощея Бессмертного. Ну не страшно, подумаешь, папа некромант и вообще очень темный тип. Так и дочурка не лыком шита, вообще богиней смерти заделалась. Продолжает семейное дело, так сказать. Если учитывать, что Кощея отождествляют чаще с Чернобогом, то Мара у нас выходит по батюшке Чернобоговной. Итак, миф второй. Богиня Мара – дочь Сварога и приходится любимой сестрой громовержцу Перуну. Ну, во всяком случае, то, что Мара относится к первому поколению Ясуней, бесспорно. Да и Мара Свароговна звучит как-то более солидно, нежели Мара Кощеевна. Только тогда непонятным становится, с какой-то вдруг радости дочь самого светлого бога выбрала темную стезю для себя. Сомневаюсь, что ее подначивал Дарт Вейдер перейти на темную сторону. Ну да ладно. Кстати, у этого мифа аж две вариации. В одной Мара приходится дочерью не только Сварогу, но и Ладе. Согласно второму варианту, богиня Мара приходится сестрой Ладе и была подобно ей рождена от первых искр, которые от Алатыря камня полетели после ударов молота Сварожьего. Итак, миф третий. Мару не рожал никто, ибо она тьма, а тьма вечная, и из нее была рождена Вселенная. Тут мы имеем дело с наседкой золотого яйца мироздания, из которого вышел великий род. Итого Мара у нас матушка всего сущего и несущего, ибо она родила самого рода. Задаем очень важный вопрос. Какая связь тогда между богиней Марой и богом Вышинем, который вроде как первоисток всего? Тут либо Мара – женская ипостась этого первобога, либо сама по себе существующая, без всякого начала и равная Вышиню богиня. В пользу этой теории некоторые приводят следующую трактовку имени богини. Мол, Мара – это мать огня первозданного, то есть Ра. Судите сами. Дальнейшее обсуждение выходит за грань земной орбиты, поэтому на этом мы, пожалуй, прервемся и перейдем к личной жизни богини Мары. Тут у нас кандидатов на руку, сердце и все остальные конечности и органы богини предостаточно. Первым кандидатом в мужья богине Маре приписывают небезызвестного Кощея. Есть даже легенда, как хитрая Мара одолела Кощея и сковала его заговоренными цепями в Навьем мире. Согласно легенде, дело было так. Похитил однажды Кощей Бессмертный 3 прекрасных царевин. Но, видать, скучно было ему в царстве своим темном. Так вот, ринулись в тот же час спасать прекрасных дев 3 удалых молодца-богатыря – Зорька, Вечерка и Полуночка. И вышел к ним на бой ужасный Горын, да брат его Кощей. Бились богатыри отважно, да только силы не равны были. И тогда решил вмешаться светлый дождь-бог, и ринулся он в Ирийские сады просить помощи у Мары, что ведуньей великой была. Обещал бог красавице богине любое желание исполнить, если поможет она врага окаянного одолеть. Смолчала в ответ Мара и пошла прочь от садов цветущих. Спустилась она в мир яви, да в лес дремучий вошла, к подруге своей сердечной Егине в гости. И не знал никто, что дружбу водили 2 богини-ведуньи. В доме Егине был тайный ход в Навий мир, которым богиня Мара и воспользовалась. Спустилась она в мир подземный и бойню остановила. Предложила она Кощею себя вместо заточенных царевин и богатырей изможденных. Согласился Кощей Бессмертный, слишком люба ему темная дочь Сварога оказалась. И вот ушли богатыри с царевнами прочь, а Мара говорит Кощею, что ведает она секрет смерти его, что в яйце спрятан. Взмолился Кощей не рассказывать никому эту тайну, а Мара, зная и хитро очами своими щурится. «Возьми тогда меня в жены», — сказала она Кощею, и решил тот, что царицы для царства своего ему лучше не сыскать. Принес он 2 чары до краев полные вином, да только украдкой подсыпала Мара в вино хмельные травы. Выпил Кощей вино заговоренное и захмелел, а Мара в темницу его поволокла и сковала 12 цепями. Выбралась из Навьего мира Мара и заставила дождь-бога жениться на себе, да только недолго семейное счастье продлилось. Разбежались по разным углам боги. Существует утверждение, будто бы сначала Мара была женой дождь-бога, а после сбежала вместе с Кощеем в мир Нави. Одним словом, все сложно и запутанно.
В конечном итоге богиня Мара осталась одна, хотя находятся и те, кто приписывает ей отношения с самим Чернобогом. Так что черт во всей этой истории ногу уже сломал и до сих пор прихрамывает. Богине Маре приписывают материнство сразу 13 уродливых дочерей, и это Ламея, Пухнея, Сухея, Глухея, Желтея, Огнея, Лидея, Трисея, Грынуша, Гнетея, Каркуша, Невея, Плясвица и Глядея. Выглядит как выписка из медицинского справочника болезней. Якобы родила богиня своих красавиц от тайной связи со змеем. Видимо, тут речь о Чернобоге, ибо слыл он как великий змей. Капища и требы для богини Мары. Кто-то утверждает, что капищ богини Маре отдельно не строили, ее помнили и просто боялись. Если хотели ей помолиться, то ставили на землю в просторном месте статую богини и совершали служение. Довольно скомканные данные для полного раскрытия самого вопроса, как раньше наши предки поклонялись этой богине. Зато на просторах всемирной сети можно найти довольно красочное описание того, как поклоняются богине Маре неоязычники сегодня. Итак, основное описание берется из книги, которая называется «Черной книгой Мары». Авторство этой книги принадлежит некоему волхву Велеславу, который, впрочем, не один корпел над этим трактатом, а в соавторстве с еще 6 основателями нового направления. В основе книги лежит разделение родноверов на последователей Шуйного пути и пути Десницы. Если честно, лично я считаю эту книгу порочащей славянских богов. Вот такие неоязычники и порочат культ славянских богов. Символика богини Мары. Первым и самым важным атрибутом богини смерти Мары является серп. Срезает она этим серпом нити человеческих жизней, словно траву в поле косит. Урожай свой смертный собирает. Кстати, именно в связи с подобным описанием жатвы богини не раз упоминалось, что Мара любила прогуливаться по полям сражений и забирать души самых отважных воинов. Верили, что Мара сама по Золотому мосту такие души провожала. Насколько это соответствует правде, неизвестно, ведь вестницами смерти у славян в древности выступали Желя и Кара. Кстати, проводят параллель между Марой и римским богом войны Марсом, который первоначально имел аграрные функции. Мара – богиня войны? Звучит заманчиво, однако прямых подтверждений этому нет, впрочем, как и опровергающих доказательств. Также символом богини Мары называют разбитые черепа, черного лебедя или ворона. Непозитивный нынче набор, ну да что поделать, темная богиня на то и темная, чтобы мрачностью пугать. Символом богини Мары также выступает знак волны, который говорит о том, что стихия воды подвластна этой богине. Принято считать, что владения богини Мары находились за черными водами реки Смородины. Кстати, Смородина – само название реки заставляет задуматься о его родстве с именем богини. Так вот, волнистообразная линия – это и есть символ царства богини Мары. Этот знак также называют водами Мары, и это также символ застывшей воды, льда, если хотите. Знаком богини Мары также называют знак зимы. Его еще называют Маравий, и представляет он собой два треугольника, которые с вершинами стремятся к друг другу. Этот знак считается крайне негативным, так как несет в себе погибель для всего. Существует также оберег богини Мары. Он весьма своеобразен с виду, и в его основании лежит крест. Каждое ответвление креста – это две соединившиеся дуги. Это говорит о двух началах, у которых один конец, и это символ равновесия, которое соблюдает богиня Мара. Данный оберег призван защищать человека от воздействия посторонних, негативных факторов и помогать в сохранении внутреннего баланса. Вот такая она Мара-масленица, темная богиня древних славян. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.